Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, high-end и не очень аудиогаджетов. Сегодня обзор в походном варианте. Во-первых, это снова ТВС, а я ведь говорил, что их не люблю и не хочу обозревать. Но тут случай особый. Это первые наушники, которые попали в мои руки с новым набором арматур. О да! Во-вторых, я переехал, так что все снимается на коленке. Собственно, это какой переезд в моей жизни? Где-то во втором десятке, не меньше. Вот такой дисклеймер сегодня. Новая арматура — это всегда праздник. Недавняя KZ ZAX — это была лебединая песня прошлого поколения арматур. Нет, конечно, мы их еще не раз встретим в новых, в кавычках, моделях наушников, но сейчас лично меня больше интересует новая версия, потому что это новый звук, новые впечатления, новое удовольствие. Поставляется ТВС KZ SA08 в новой коробке, что уже настраивает на новый лад. Сами они размещаются в очень-очень компактном зарядном боксе, просто миниатюрном, но увесистом. Заряжается бокс через USB-C. Где-то проскакивала информация насчет беспроводной зарядки, но у меня не сработало нигде, так что лично я считаю, что ее нет. Еще там есть 3 пары амбушюр, но их сразу можно выбросить. Благо зарядный кейс позволяет использовать любые амбушюры любого размера, они никак не влияют на зарядку. Ну и все, пожалуй, на тему коробки и комплекта. Дизайн стандартный для продукции KZ и их друзей. Звуководы немного коротковаты и тонковаты, но подобрать сторонние амбушюры, чтобы они не выпадали, все же можно. С новыми, более плотными и качественными амбушюрами я вставил SA08 в уши и просто замер в шоке. Звук меня поразил в самое сердце. Ну, это пока не Novels, но звук новых арматур стал намного взрослее, плотнее, ярче. Бас у ТВС легко. Звонкие высокие частоты, вы шутите, пожалуйста, сколько угодно. В итоге я легко могу слушать эти ТВС без проблем, получать удовольствие от музыки и вообще радоваться их звучанию. Об этом я говорил, когда ругал S2. Музыка должна звучать, и мне плевать на любые извинения и компромиссы. Хотя, судя по отзывам, у 0.8 есть проблемы с качеством, но это все же Китай, было бы странно, если бы было иначе. Вообще, в целом, я люблю арматурный звук. Понимаю все его недостатки, но люблю. Меня завораживает его яркость, детальность, четкость. В KZ SA08 все это есть. И это ТВС, причем довольно недорогие. Ну, как недорогие, под $60, но кто покупает в полную стоимость? Всегда есть какие-то скидки. Внутри у них басовая арматура 22955, среднечастотная арматура 29689 и сдвоенная пищалка 31736. Совершенно новый набор арматур, новое поколение. Ну, новое поколение это звучит слишком претенциозно, но хороший качественный апгрейд это вне всякого сомнения. Ну и над акустикой поработали, не поленились напечатать внутренние звуководы, поэтому звук резко изменился в сторону четкой раздельной мониторной подачи. Кодек, кроме обязательного стандарта, только AAC, однако KZ туманно намекают на некую технологию восстановления звука. Не знаю насчет технологии, но звучит достойно. Что еще из дополнительного? Управление организовано через тач-поверхности. Ни разу мне не было интересно, сколько раз нужно дотронуться, чтобы что-то сделать. Я бы с удовольствием все это отключил, потому что дотрагиваешься, чтобы поправить наушник, а он выключает музыку. Наушники можно использовать по одному, если вдруг придет в голову такая идея. Ну а звук с микрофонов примерно такой. Вот так звучат наушники со встроенных микрофонов при разговоре по телефону или просто при записи своего голоса. Это в тихом помещении, без дополнительных шумов, без проезжающих машин. Я считаю, вполне достойное и качественное звучание. Мой теперь излюбленный тестовый трек Элфи от Канка звучит идеально. Ну, для ТВС, конечно, но все же. Бас сочный, жирный, но резкий и собранный. Саббас в зачаточном состоянии, но это арматуры, для них это в порядке вещей. Но зато никакой ваты, никакого жеваного хлеба, как говорит один известный блогер. Звукового давления более чем достаточно, хотя да, это все на 85-90% громкости, но это же Bluetooth, так и должно быть. Это вот сейчас что происходит? Я что, хвалю ТВС? Видимо, да. Тяжелый рок? Элементарно. Armored Saint и их Missile to the Gun. Агрессия, напор и никакой каши. Просто слушаешь и хочется горы свернуть. Совершенно очевидно, что джаз и классическая музыка должны хорошо звучать в этих наушниках. Кейт Джарретт и мой любимый концерт в Кёльне действительно позволили получить истинное удовольствие от прослушивания.
А новый старый тренд, Fleetwood Mac и их бессмертный The Chain. Да я просто заслушался. Гитара, голос, знаменитый басовый проигрыш, который открывал гонки Формулы-1, все отыгрывается очень неплохо. Если бы не фоновое шипение и технологические потери в низких и высоких частотах, да я бы и не понял, что это ТВС. Есть ли минусы? Ну, конечно, есть. Самый большой для меня это то, что нужно подбирать амбушюры. И после того, как они подобраны, эти наушники полностью затыкают уши, что, конечно, хорошо для шумоизоляции, но при этом при ходьбе каждый шаг отдается в ушах призвуком. Увеличение громкости решает проблему, но что если хочется послушать музыку не громко и при этом не останавливаться? Стандартный минус всех ТВС – это необходимость правильно подбирать положение в ушах, иначе звука не будет. Ну, а постоянный стресс от того, что ТВС могут выпасть из ушей, в данном случае как-то не актуален. Держатся они очень плотно, по крайней мере у меня. Вот такие положительные впечатления у меня сложились. Еще раз напоминаю, что это только мои абсолютно субъективные впечатления. У вас все может и должно быть иначе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.